Так, всем доброго осеннего вечера. Мы с королем дворов гуляем. Вышли немного, потому что меня достал. Хочет на улицу. Последние теплые дни хотя бы вылезти, погулять. Вот решила с вами провести беседу, поскольку я время свое не трачу впустую. Как сказал Генри Форд, время не любит тех, кто тратит ее впустую. Вот я время не трачу впустую. А вторая его поговорка: вперед в этой жизни вырываются те, кто данное им время использует с пользой, а не разбазаривает впустую. Это его вторая мудрость, и она, наверное, про всех людей, которые чего-то добились в этой жизни. Дорогие друзья, сначала человек работает, посвящает время, мучается, тратит свое здоровье, жизнь, а потом сидит на диване и наслаждается тем, что он уже создал. Потому что все, что он создал, уже работает на него. Понимаете, в чем разница между тунеядцем и человеком трудоголиком? Сначала создавай имя, а потом имя будет работать на тебя. Я помню, когда у нас была ярмарка, выставка художника. Я когда-то работала в картинной галерее, вела экскурсии. Между прочим, без лишней скромности скажу, когда ходили, говорили: ой, а можно нам, вот сказали, там одна девушка с черными длинными волосами, вот не знаем ее имя, а можно вот она будет вести у нас экскурсию? Просили учителя. Потому что дети там, которые были, сказали: вот она так интересно вела, мы раньше ходили, а вот такой экскурсии не было. И из-за того, что меня вот так хвалили и хвалили, к сожалению, в этом мире опасно быть лучше других. Вот из-за того, что меня так расхваливали, на меня просто началась травля. И те, которые до меня работали, начали до меня докапываться. У них было больше привилегий, они вначале работали, они как бы были начальники надо мной. И вот они начали мне докапываться, находить какие-то непонятные ошибки, якобы я не то сказала, датой ошиблась, художника не того назвала. И в конце концов мне настолько осточертело это все, что я отказалась проводить эти все экскурсии. Я говорю, я больше проводить не буду. Потому что я видела, что после каждой экскурсии пытаются меня принизить и унизить, как возможно. Такая же ситуация была и в школе. Я неплохо рисую, я не художник, но я люблю рисовать с детства. Мне это дано. Конечно, я так профессионально не изображу, как, например, Яна, да, она работает в этой сфере, это ее. Но в любом случае есть люди, которым дано просто вот взять и копировать. И в основном все наши праздники школьные я организовывала, я все это рисовала, я это все изображала. И однажды одна женщина сказала: ой, скажи мне, пожалуйста, откуда ты такая, взялась, уникальная? Ну все ты можешь и лекции вести, и рисовать, и все на свете. Но откуда ты такая взялась? Она вся такая вот веселая женщина, а в душе говно. И вот у этой веселой женщины отец болел раком. Я ездила преподавать как бы в городок другой от нашего города. Добрый вечер. А школа была в другом городке, а отец этой женщины, да, этой учительницы, лежал в нашей больнице, районная больница, она со всех районов туда приезжали. И ей нужно было ехать целый час туда, потом пешком. А я проезжала мимо этой больницы. А там маршруток особо не было, и мне приходилось потом пешком целый полчаса, 40 минут топать до дома. Я ей говорю: давайте я
вашему папе отвезу все, что надо. Дорогие друзья, в течение нескольких месяцев, вот несколько раз в неделю, иногда каждый день бывало, что в неделе, я отвозила этому больному человеку кушать. Он очень добрый был такой старик, очень хороший, интеллигентный. Он тоже когда-то был учителем. Я на него, знаете, претензий у меня к нему нету никаких. И сейчас наверняка его нет в живых, потому что он тогда еще болел очень. Я возила, отдавала, звонила оттуда, отдавала ей трубку, чтобы они разговаривали. Вот они говорили между собой: ой, спасибо тебе, солнце мое, спасибо, ты такая хорошая, ты такой добрый человек. И вот эта вот женщина сделала столько говна мне. На собрании мне высказала гадости, родители настраивала против меня. Хотя родители, когда я уходила, пошли хором к директору и сказали: мы не хотим, чтобы она ушла. Наши дети говорят, у нас историю, мы первый раз узнали, что такое история после ее прихода. Но все равно я ушла. Вот эта вот женщина мне такие гадости, такие омерзительные вещи, такие обидные слова говорила, писец. Я была молодая, она уже стала взрослая баба, уже за 50. Конечно, мне было обидно. Конечно, мне было больно. Но вот представьте, действительно, человеку делаешь такое, да, мне это нафиг не нужно было. Я бы сказала, ну, один раз отвезу и хватит. Я месяцами этому человеку возила, все такое. И вместо спасибо человек сделал все, чтобы меня вытравить оттуда. Я ушла. Потом оказывается... Здравствуйте, Марк. Наверное, да, я тоже так считаю всегда. Работала в садике, в детском саду. Дорогие люди, оформляла этот садик. Мы выходили, я этих детей учила столько всему. Директор школы, то есть садика, то есть заведующая, вроде неплохая женщина, начала постепенно меня оттуда вытравливать. Постоянно претензии, вообще на пустом месте. Ты ребенка ударила, ребенок сказал, что ты его бьешь. Я говорю, о чем вы вообще говорите? Какой там вы... Вот, ну посмотри, претензии, там придут родственницы. Одна была такая долбанутая бабка, и она знала эту бабку. Эта бабка ко всем претензии предъявляла. Бывают такие больные люди. Эту бабку начала настраивать против меня. Эта бабка, я пойду в прокуратуру, напишу, ты моего ребенка избила. Этот ребенок меня любил больше других. Где я его била, не знаю. Он ко мне бежал, обнимал. Вот ребенок, которого я била. В конце концов, мне женщина одна сказала: ты не понимаешь, что она боится? Ей сказали, что очень может быть, что если Райно вот так будет приходить, видеть столько всего сделанного, может, скажут, что следующий заведующий лучше пусть будет она. Я говорю, какая заведующая? Я еще ребенком была, 20 лет даже мне не было. Какая я заведующая? И вот эта взрослая, казалось бы, женщина так мелочно, так мелко, так грязно вытравливала просто ребенка. Ну, ребенка я ей в дочери годилась, понимаете? И вот с тех пор я начала понимать, что, дорогие друзья, люди не все добрые, не все хорошие, не все душой светлые. Даже если ты к ним относишься хорошо, это еще не говорит о том, что они к тебе будут хорошо относиться. Даже если ты их больному раком отцу везешь кушать, это не говорит, что этот человек тебе не сделает подлости. Понимаете, в чем дело? Естественно, Лила, я сейчас не то, что жалуюсь на жизнь, я просто пытаюсь вам объяснить, что сколько бывает подлости, когда человек даже понятия не имеет, то есть никаких претензий ни к чему не предъявляет, просто пошла вон, Светлана, вон пошла отсюда, пожалуйста. Вот. Никаких претензий ты не предъявляешь людям, ты просто делаешь свое дело хорошо, оказывается, ты даже этим можешь людям помешать, понимаете? Здравствуй, Илона. Вот я к чему веду. И дело в том, что люди, каждый человек хочет счастья, да? Каждый человек, подлый он, добрый он, неважно, он хочет в жизни счастья, он хочет в жизни достатка, помощи, сил, там, тех сил, которым верит, например. Ну, может, он христианской силе верит, может, еще чему-то. Но каждый ли человек задает себе вопрос, а вот я достойна счастья? Вот я хочу счастья, но заслуживаю ли я это счастье?
Я ушла, дорогие друзья, ушла, и каждый из этих людей очень жестоко поплатились. И секретарша, которая специально, мы были в хороших отношениях, звали ее Жанна. Я написала заявление и ушла. Оставила у нее. Я была просто неопытный ребенок, который не знала, что заявление должно быть у директора. Она должна подписать в 2 экземплярах, понимаете? Вот я такая вся злая, взяла, написала заявление, оставила у секретаря, сказала, передашь директору. И ушла. И вот они этим моим, скажем так, моей неопытностью тут же воспользовались, потому что это означает прогул, понимаете? Это означает прогул, то есть ты просто не пришла на урок, просто не пришла на работу. Представляете? Мне не сказали, послушай, это надо подписывать, иди подпиши, иначе она потом имеет право сказать, что ничего не получала, что ты просто не пришла. Ну, как алкаши, да, напиваются и не приходят на работу. Вот примерно так. Вот по такой статье можно уволить человека, потому что она, собственно, не пришла. Ей пришлось, конечно, все-таки уволить меня по собственному желанию, потому что я там, я там подняла бурю. Но что ей это дало, вот этой твари, я до сих пор понять не могу. Так директор ко мне хорошо относилась, ее настроили против. Но вот бывают мелочные люди, которых легко можно настроить против. И вот настроили. У них нету своей широты души, понимаете, и они могут верить любому человеку, кто что скажет. И я говорю, Жанна, поклянись мне своим сыном, что я тебе заявление не оставляла. Она говорит, клянусь. Я говорю, обалдеть, вот. Я говорю, ты знаешь, я не знаю, что ты при этом чувствовала, когда ты поклялась, но я говорю, ну ты тварь, ты просто не мать. Потому что человек говорит, клянусь сыном, ты мне ничего не оставляла, как не оставляла? Я ей, Жанну, передашь своей директрисе. Представляете, она говорит, клянусь, ничего не было. Я говорю, ну хорошо. То есть мы с большим трудом, да, ценой крови, можно сказать, я уволилась по собственному желанию. Она хотела по-другому сделать. То есть из меня сделать какую-то тунеядцу, алкашку, не знаю, воровку. Кого она хотела сделать? Назло, отомстить мне. Через 2 месяца, дорогие друзья, у этой Жанны сгорел дом. Полностью дотла. Мне сказали, вот новый дом. Они выстроили новый дом и въехали туда. Буквально месяц с чем-то было, как они там жили. В этот дом. И он через, значит, после этого происшествия 2 месяца с чем-то прошло. Ну, значит, они там в этом доме жили где-то месяц с чем-то. Этот новый дом сгорел. Как он сгорел, непонятно. Говорят, проводка, что там случилось. Ну, вроде они все сделали. Ну, хрен его знает, что там было. Понимаете, они думали, что вот так вот можно человека унизить, оскорбить, срать в душу, и все будет хорошо. Женщина, которая меня вытравила оттуда, у нее сын попал в аварию, стал инвалидом. Очень жалко, он был такой хороший мальчик. Вот я говорю, что этих тварей иногда, знаете, детей наказывают. Что самое неприятное, что детей наказывают на самом деле. Лучше бы она сдохла, потому что таким жить незачем. Но наказали ребенка. Единственный мальчик, вот, остался инвалидом, хромает до сих пор. И я как-то ее встречаю в маршрутке. Знаете, что она мне сказала? Она подошла ко мне, взяла за руку, так говорит: Анечка, Бог простил и нам велел. Я охренела, у меня же глаза. Я думаю, такая ты интересная женщина. То есть, знаете, вот это выражение «надо уметь прощать». Я думаю, а может, надо уметь не быть тварью? Вот сначала надо уметь быть человеком, да, а потом уже требовать от людей, что надо уметь прощать. То есть они тебе срут в душу, и тебе же приказывают, что ты должна уметь прощать. А они не должны уметь быть людьми, понимаешь, не обязательно. Но я так поняла, что у нее там много нехорошего случилось в жизни, поэтому она так вот сделала. Наверное, ей просто научили, ее сказали, вот кого обидела, там попроси прощения, и все будет хорошо. Наверное, так подумала. Будет враньем сказать, что я ушла из этой школы и каждый день думала, чтобы они там сдохли, передохли. Нет.
Я просто ушла тогда, плюнула. Я тогда была намного добрее, я еще не озлобилась настолько в жизни, поэтому я как-то спокойнее это восприняла. Ну, как спокойно? Мне было обидно неделю с чем-то, потом я нашла работу и забыла о них. Да. Вот как правило, в религию ударяются либо последние потаскухи, которые вот чужих мужей уводили, а потом сидят, говорят, мол, Господь, Христос, Мать Иисусия, там что-то говорила. Либо вот такие твари, которые портили, поганили людям жизнь, потом резко становятся верующими. Поэтому, ну вот все дерьмо стекается туда. А с чем это связано? Не потому, что они покаялись или боятся. Нет, они просто хотят очистить себя, понимаете? Мол, да, я там сделала такое, религия же дает такую возможность делать все, что угодно, а потом, раз ты раскаялась, значит, ты хороший человек. То есть все общество, давай, воспринимай меня, я хороший человек, я же раскаялась и так далее. Дорогие друзья, что бы там ни было, вот меня спрашивают, а помогают ли боги людям, пока они не знают о них? Ну вот, например, человек не знает, не знаком с этим всем, да, потом узнает, что есть более древние силы, что эгрегоры религии созданы людьми, они не настоящие. Помогают. Здравствуйте. Вот, к сожалению, вообще ничего с собой не взяла, солнце мое. Если бы потом, другое время, хорошо. Извиняюсь, что не смогла тебе помочь. Вот. И вот спрашивают, помогают ли... Вот так, знаете, когда дети вот так попрошайничают, ходят, я начинаю думать, а что сделали их предки, что их дети сегодня такие? Вот что? Серьезно не взяла. Я всегда даю. Вчера мальчик подошел, можно у вас 20 рублей, я ему 100 рублей отдала. Помогаю деткам. Хоть это, может, и нехорошо, поощряю в них это тунеядство. Но вот такая я, понимаете, всю жизнь вот такая. То Матвея содержу, то всем бедным несчастным на улицах помогаю. Такая добрая женщина. А потом оказывается, что я тварь, мразь и сука. Да. Как мне сказали, ты понарошку делала добро. Я говорю, в смысле понарошку? Специально, притворно помогала. Я говорю, слушай, мне бы кто притворно помог, вот столько, сколько я тебе помогла, притворно вот так бы взяли, притворно, и купили бы мне телефон, а потом притворно поставили бы мне зубы. Вообще красота. Притворно. Вот так притворились и думают, на тебе вот специально понарошку я тебе сейчас зубы поставлю. А хрен тебе. Тут не каждая мать тебе денег даст на это, понимаешь? Ну, да. Конечно же я тварь. Это понятно даже. И тут даже спору нет. Так вот. Если в человеке нет доброты, он твою доброту никогда не оценит. Это древняя истина. Чтобы оценить качество другого человека, ты должен этими качествами обладать. Если в тебе нет верности, ты никогда не оценишь верность. Понимаете? Если в тебе нет благородства и достоинства, ты сегодня будешь говорить там друг другу последние слова, завтра лучшие друзья, таких как ты не бывает. Причем последние слова сказать друг другу, а потом все равно подружиться. По какой-то причине или просто бояться, что там выложат. Чаще всего таких людей удерживает страх, что весь интернет узнает об их там интимных тайнах, потому что много чего друг другу успели скинуть и рассказать. И у них вот этот страх шантажа удерживает, и они вот друг друга хвалят каждый день, на самом деле желая смерти друг друга. Если один из них помрет, второй радостно вздохнет, потому что уже будет знать, что не привязан к этому, понимаете? То есть у него нету страха, что все, что он сказал и высказал, будет всеобщим достоянием колхоза. Пусть пошли. Вот, и поэтому, собственно говоря, эта дружба, она очень далека от понятия дружба, потому что дружба – это уважение прежде всего. Если люди друг друга посылают по матушке, а потом говорят о том, что они лучшие друзья, у меня очень крупные сомнения, знаете. А это, знаете, как назло им будем дружить. Но назло не дружат. Если в основу дружбы это зло, слово назло,
значит, зло и получится от такой дружбы. Дружат люди похожие чем-то, дружат люди, которые вот в другом человеке, ну, не очень холодно сегодня так, которые в другом человеке узнают самих себя, например. Ну, то есть, вообще в дружбе бывает один лидер, другой ведет. Если дружба формируется после 35 лет, то два лидера могут дружить. То есть они могут равноправно дружить. И, знаете, мой вам совет: в дружбе никогда не лезьте в личные отношения, в семью. Мужчина и женщина могут подраться, поссориться, они снова помирятся, ночь проведут в любви. Ты не лезь никогда. Ты можешь дать свой совет со стороны. Вот если человек приходит, да, плохо, ему что-то обидели, сказать просто, ну вот, я всегда говорю своим подругам и говорила, если есть хоть один шанс спасти семью, сделайте это. Я никогда в жизни не настраивала, хотя дебильные мужики всегда думают, что подруги настраивают. Может быть, есть такие подруги, я такой подругой не была. Выберите такую женщину, у которой вкусы на мужчин разные, чем у вас. Вот тогда вы будете дружить очень долго. Потому что если вам нравится разный типаж мужиков, у вас никогда в жизни не будет страха, что она у тебя уведет, ты у него уведешь. Там, ну, мало ли, влюбишься, бывают человеческие чувства. Вот если у вас абсолютно разные вкусы на мужчин, вы никогда не поссоритесь в жизни. Потому что, говорят, нет женской дружбы. Это неправда. Женская дружба есть. Просто женщины должны быть зрелые, дорогие друзья. Соплячки дружить не смогут. 17-18 лет девчонки, не формировавшиеся, не знающие ценностей в жизни, настоящей ценности, они не будут дружить. Они мальчиков начнут делить, они начнут соперничать между собой. А когда люди, у каждой из них своя сфера деятельности, в этой сфере они главнее и важнее, они будут дружить. Две художницы дружить не смогут, потому что одну будут признавать, а вторая без заказа будет сидеть, и они будут завидовать друг другу. Хочешь? Вот можно, конечно, говорить, нет, этого нету, фигня. Две певицы дружить не могут, потому что одну будут приглашать на концерты, а вторая будет дома сидеть все время. Две актрисы дружить не могут, если они не равносильные, не одинаковые высоты, они дружить не могут. Многие пытались дружить. Софи Лорен пыталась дружить с этой Бриджит Бардо, еще с кем-то. Они так и не смогли. Не смогли, потому что они ревновали к славе друг друга. Понимаете? Солнце должно быть одно. Женщина знаменитая, сильная, когда выходит, она, вот все внимание должно быть приковано к ней. Это вот так вот, ну, привыкает человек. Не потому что она зазналась, жиру бесится. Нет, дорогие друзья, ну, привыкает. Но если человек становится султаншей из рабыни, она со временем привыкает, что она жена повелителя или мать повелителя, да, и что она должна жить в золоте, в серебре, ей должны прислуживать. Она привыкает к такой жизни, потому что она жиру бесится, а потому что она соответствует вот своему статусу, она соответствует уже той судьбе, которая ей предначертана. Было бы очень странно, если бы султанша начала стирать себе носки, правда? Все бы ахнули и посмеялись. Она не будет это делать, потому что ее статус уже совсем другой в этой жизни. И здесь совершенно нет ни зазнайства, ни что-то другое, просто каждому свое. Та, которая прислуга, она прислуга, та, которая мать повелителя, она мать повелителя. Понимаете, каждому свое место должно быть. Чтобы люди поняли правильно. Людям нужно показывать приоритеты, что иначе, понимаете, как если мы все будем одинаковые, тогда пропадет абсолютно ценность человеческой души и качества, пропадет ценность именно самого человека, его достижений в жизни. А то, знаешь, как и Пугачева выйдет на сцену, и Марья Петровна, да, и все будут одинаково хлопать и говорить, а что, блин, какая разница, Пугачева или Марья Петровна, они же две женщины. Нет, та всю жизнь, какая бы она ни была, сколько бы они ни говорили, та все-таки величина, а Марья Петровна наша соседка, которой никто ни хера не знает, кроме ее алкаша мужа. Понимаете? Вот о чем я говорю вам. Вот. Могут ли две ведьмы дружить? Мне спрашивали. Могут, если они живут в разных городах и не лезут в жизнь друг друга, и не лезут в работу друг друга, и не унижают друг друга. Я дружу с такими профессионалами. Их очень мало, но они есть. И мы прекрасно понимаем друг друга. Я туда не лезу, не пишу свое мнение, не говорю какие-то там замечания, не имею на это права.
Она ко мне не лезет, не пишет никаких замечаний, ничего. У каждой из нас своя сфера деятельности. И самое интересное, мы живем в разных странах. И она работает с испаноязычной публикой, а я с русскоязычной. То есть у нее нету никакой тяги у меня что-то там забрать кого-то, а у меня вообще ни бум-бум в жизни не смогу там забрать никого, потому что я испанского не знаю. Понимаете меня? Дружат, если их сфера не пересекается. Здесь дело не денежное. Это дураки говорят. Ой, деньги, завидуют деньгам. Нет, дорогие друзья, тут не деньги. Тут как в воровском мире. Здесь статус важен, понимаете? У воров в законе кто главнее? Тот, у которого много бриллиантов? Нет. Тот, у которого больше авторитета, тот, у которого больше заслуг, и чье слово больше проходит. Понимаете? То есть никто не говорит, вот он более крутой вор, потому что у него больше денег. Нет. Это слово, вот вес. Насколько у него вес больше, он и главнее. Потому что одному может быть 40 лет, он не так будет иметь вес, как, например, 20-летний вор какой-то, который уже свой авторитет заработал. Я не говорю, что это хорошо. Я всегда говорила, это жизнь, это дорога в никуда. И это не жизнь. И такой жизнью врагам не пожелаешь жить. Но все-таки это существует, мы с этим должны считаться. Это существует. Криминальный мир всегда существовал. Если хотите знать, лучше бы криминальный мир, чем мир ментов. Извините, конечно, за выражение, потому что в криминальном мире есть определенные законы, переступая которых ты становишься беспредельщиком, и тебя никто не уважает. И поэтому это единственный выход – удержать их от необдуманных шагов. А в мире милиции можно делать что угодно, и никто тебя не осудит. Можно беременную женщину насиловать. Вон в Краснодаре или где там судят милиционеров, которые женщину изнасиловали прям средь бела дня. То есть для них-то нету таких понятий авторитетных, что ты свой авторитет потеряешь, если ты там что-то сделаешь не то. Нет. У них чем грязнее, тем молодец. Понимаешь? Унизил человека, вот молодец, настоящий мент. Принизил, оскорбил, сравнял с говном. Супер, молодец, мужик, умеет работать. Поэтому там поощряется мерзость, понимаете? А вот, ну, естественно, среди криминальной среды тоже есть много отморозков. Кто сказал, что там святые люди? Но есть вещи, которые переступать просто нельзя, понимаете? Вот. Так вот, дальше. Простуда. I'm sorry. Так вот, вопрос, отвлеклись. Помогают ли боги человеку, если он про них не знает? Невзирая на то, что человек знает своих истинных создателей или нет, боги всегда с человеком для того, чтобы когда-нибудь привести его к истине. Мне иногда спрашивают, вот женщина там лечит христианскими какими-то, спасибо, заговорами, а как с ней быть, если она настоящая ведьма? Дорогие друзья, не все же ведьмы образованы, не все ведьмы просвещенные, чтобы знать, что христианство с магией никакого отношения как бы не имеет. Не все же, правда? Есть среди них и необразованные люди, но они получили силу. А сила, она разумна, она понимает, что человек просто неграмотный. Она не знает, к какой силе обращаются, но у нее есть эта сила, предназначение по роду идет. И, естественно, сила, понимая ее просто необразованность, собственно говоря, как бы сказать, слышит ее, как бы она к ней не обращалась, неважно. Вот ей кажется, что это христианские угодники помогают, силе все равно. Ей просто это дано, ее будут слышать и помогать. Была такая бабка, которая к ней приходили очень страшными болезнями. Она ставила человека посреди комнаты, ходила вокруг и говорила громко: «Святые, помогите ей!» И все смеялись, думали, блин, мы-то ждали там такую женщину с амулетами, с какими-то иконами, еще чего-нибудь. Сейчас она будет читать, какие-то ритуалы проводить. А она становится и говорит: «Святые, помогите!» И говорит: «Все, иди, через 3 дня у тебя пройдет». Люди не верили сначала, там, ну, смеялись, мол, ну, старая бабка, что с нее брать? А рак проходил, а туберкулез лечился. Понимаете, в чем дело? Нельзя, Пуся, нельзя. Это о чем говорит? Это говорит, что
Не святые помогали, а духи, силы. Но поскольку они знают эту бабку с рождения, они знают, что ей по породу идет это, что ее бабушки, прабабушки были одаренные ведьмы, и ей тоже эта сила перешла, как бы она их ни называла, хоть святые, хоть, я не знаю, боги, хоть кого угодно, они ее услышат и помогут. Вот что происходит. То есть это говорит о том, что боги человеку помогают, даже если человек еще не пришел к этому осознанию, что существует много богов. А почему помогают? Каким людям помогают, а каким нет? Дорогие друзья, есть только, скажем так, один определяющий фактор, по которому боги помогают человеку. Это его доброе сердце. Людям с добрым сердцем в этом мире жить очень тяжело, потому что, как правило, они свою доброту отдают всем подряд, а надо выборочно. Но пока учатся этому, да, получают много раз по морде. Люди с добрым сердцем очень тяжело живут в этом мире, очень много боли получают, иногда порой умирают рано от этих переживаний за всех и вся. Уже доказано, что основное количество людей, которые получают онкологию, это люди, которые все отдавали, ничего не получали, не требовали взамен. То есть они выжили себя, они свою жизненную энергию отдали, но ничего не взяли взамен, ни благодарности, ни силы, никакой энергии, понимаете, не пришло. Ну, кошмар. То есть доброму человеку тяжело жить, пока он не научится, пока у него клыки не вырастут и когти, и он не научится себя защищать, ему будет тяжело жить. Когда Мордюковой говорили: слушайте, Нонна Викторовна, сколько можно, вот уже 20 лет, вы уже народная артистка Советского Союза, уже весь мир вас знает, она же одна из великих актрис 20 века. Но почему вы вот себе квартиру-то не возьмете? Вы же идете, за всех говорите, за всех просите. Ты, Мордюкова, иди там, я не знаю, кулаком по столу скажи: ну-ка, мне квартиру. Она сказала, знаете, что сказала? Вы знаете, это мой киношный образ такой. На самом деле я в душе очень добрый человек. Я не умею за себя постоять, я не умею за себя просить, то есть. Я могу за других пойти попросить. За себя мне стыдно, неудобно. Понимаете? Вот она что сказала. Это образ мой такой, что я в кино такая смелая, сильная женщина, которая ничего не боится. А в жизни я совершенно другой человек, я хрупкий человек. И мне стыдно, неудобно пойти за себя попросить. Вот в чем дело. И она дольше других оставалась без квартиры. В то время, когда Языкина и все дружили, даже хотя не хотели дружить, но дружили с этой тварью, сучкой Фурцевой. Все там облизывали ей задницу. Она вообще любила лезть, она была колхозная особа и резко взлетела. Поэтому такие колхозные особы, когда резко поднимаются, они начинают мстить и унижать людей, знаете, как вам сказать, талантливых. Они отыгрываются. То есть они хотят сказать, то, что ты талантлив, это еще не говорит, что ты лучше меня. Видишь, я выше стою, я могу с тобой сделать все, что хочу. Высоцкому не давали лететь в Париж, зная, что он любит Марину Влади. Он 10 лет почти не мог лететь в Париж. Она только могла приехать, и ее абсолютно не волновало, что люди, переживали, что у них любовь, действительно любовь, что это морально тяжело. Она сгубила вот этого, скажите мне, известного певца, что я не вспомню, Ободзинского. Она погубила этого человека. Понимаете, она просто загубила ее. Запретила его диски выпускать. Просто запретила. Ничего этот человек не сделал ей. Она пошла в этот завод, сказали, чьи диски? Ободзинского. Она сказала, все, Ободзинского не выпускаем. У него была депрессия, он жить не хотел, он был культурный человек, он не был ни выпивоха, ничего. Да, почему она так делала? Потому что это зависть. Понимаете, она чувствовала себя неполноценной среди талантливых людей, понимала, что даже если она там сидит, это временно.
Может, отшил, не знаю, может быть. Что это все временно, понимаете? Что это, ну, это незаслуженная слава. И что настоящие таланты останутся в веках, это именно они. Она им мстила. Так вот, да, там, где не дотянулся, да, талантом, там дотягивается носом. Так вот, я о чем говорю, дорогие друзья? Я хочу сказать вам, да, она всех учила морали, она запрещала фильмы о любви, она демонстративно вставала, уходила, если там в фильме показывали там чью-то задницу. Она вся была такая святая женщина. Сама уводила мужиков, 5-6 раз увела из семьи мужчин, дочь ее уводила мужиков и внучка. Понимаете, в чем дело? Вот люди, которые других осуждают, сами настолько грязные, вот грязные с ног до головы, что просто не описать словами. Поэтому я говорю, никогда не обращайте внимания на то, что вам кто скажет. Вообще чихать. Завтра, когда, дорогие друзья, вы подниметесь, вот те, которые облаивали вас, будут вам задницу лизать. И им все равно, как ты этого добился. Абсолютно. Не концентрируйтесь на том, кто вам чего сказал. Идите вперед смело. Так вот, помогают боги людям, у которых доброе сердце. Во-первых, потому что доброта – это такое качество, которое спасает мир. Во-вторых, потому что доброта – это некая энергия внутри человека. Если пробудить эту энергию, а я вам говорила, что боги питаются положительной энергией. Они дают нам что-то, да, помощь, а взамен берут положительную энергию себе как, ну, как корм, что ли, если, как помощь, как энергию, как существо, то, на чем они существуют. Аккумулятор мы, понимаете? Так вот, если у человека есть доброе сердце, они будут ему помогать до того времени, пока человек сам не осознает, не придет к этому пути, к этой силе и не поймет, где настоящие боги, где настоящие силы, где фальшь. А до того времени они будут помогать ему. Хороший человек в самые тяжелые минуты. Все, не задаем вопросы. Об этих вопросах сказано 100 раз. Возьмите, смотрите ролик. Хорошие люди в тяжелые минуты самые получают из ниоткуда помощь. Их как толкают. Вот многие мне говорили, ой, меня как толкнули на ваш канал. Захожу, смотрю, потом сделала ритуал, и так мне все помогло, и так далее. Спасибо большое, и так далее, да? Люди, которые берут мои работы и делают. Дорогие друзья, люди достойные, люди уважительные к этим силам, ко мне, к моей работе. У них жизнь меняется на 180 градусов. Люди завистливые, гнилые, говнистые, черные, даже если изначально у них что-то поменяется, потом у них постепенно это все останавливается, и рано или поздно они от меня уходят. Они уходят из канала, они начинают облаивать, гадить. Люди, которые внутри дерьмо. Понимаете? Вот даже если изначально у них что-то получается вроде хорошо, они хвалят, благодарят, они, может, и не врут. Они, может, правда говорят, так и есть, может, правда действительно работает, им помогает. Но со временем их говнистых, их дерьмо все равно берет вверх, понимаете? Они все равно понимают, что это слишком добрая энергия для них, она их выталкивает. Невозможно человеку, у которого злое сердце, злая энергия, злая сущность, он не выдерживает этой атмосферы доброты. Он начинает искать подвох, он начинает ходить, говорить, что человек злой в душе начинает говорить, что мои ритуалы злые, что мои ритуалы зло приносят, ритуалы там в грех ввергают, что мои ритуалы от дьявола, сатаны, от злых духов, что вот за это очень страшная расплата, люди, очнитесь. Человек сам злой, сам дерьмо, сам мразь. Начинает искать в доброте подвох, начинает искать в доброте сатану, дьявола, еще какие там злые силы приписывает и так далее. Хотя эти силы не злые. Понимаете? Вот в чем прикол-то на самом деле. Что сам человек, который сам не людь, сам тварь в душе, он ищет в добрых побуждениях человека, в обращении к фортуне, обращении для жизни, там, защиты детей и так далее. Он в этих местах, он в этих ритуалах ищет зло.
ищет нехорошие вещи, пытается тем самым оправдать себя, что это плохо, понимаете? Но, значит, просто не был готов еще, Марк. Вот тебе постепенно пускали, готовили к этому. То есть вот о чем я хочу вам сказать, что не выдерживает эту энергию добра, не выдерживают злые люди. И они уходят и начинают браковать добрые дела. Говорят, что там ничего хорошего нету и не ждет. Почему? Потому что они сами, слишком они черные, чтобы получить спасение от богов. Слишком черные, им не дают это спасение. Все равно, даже если первое время посмотрели на них, что они из себя представляют, потом все равно закрывают этот канал и не дают им ничего. Так что, дорогие друзья, если даже у человека что-то не получается, например, из моих работ, если он в душе добрый человек, достойный человек, рано или поздно это прорвется и пойдет, понимаете? Что там сказал? Ну да, конечно. Лицемерие христиан. Значит, гулять, да, шалавиться, это нормально. Здесь греха нету. А ритуалы сделать, это сатанизм, это нехорошо. Лучше бы ты была хорошей христианкой, курила, пила и валялась под заборами. Но обязательно носила бы крест. Это главное условие. И тогда тебе все грехи простятся. Ты святая. Лицемерие любой религии. Любой. Так вот, у кого получается менять жизнь? У доброго человека. Потому что, во-первых, он заслуживает, имея доброе сердце, добрую сущность. Во-вторых, через добрых людей будет продолжение мира. Вы заметили, что постепенно этот национализм уходит? Хоть некоторым кажется, что это обостряется, я вам говорю, лет через 20-30 с чем-то национализм вообще исчезнет. Я вам объясню, почему. Люди ненавидели друг друга, потому что они друг друга не видели и не слышали. Они не знали друг о друге. Можно было говорить друг о друге все, что угодно. Описывать друг друга как страшных людей, как нелюдей, вот этот народ нехороший и так далее. Сейчас интернет, дорогие друзья. Сейчас, сидя в Азербайджане, человек может посмотреть армянские фильмы, армянские ролики, армянские ток-шоу, понимаете? Сейчас, сидя в Грузии, человек может посмотреть осетинские новости. И люди начинают понимать, что они одинаковые, что они нормальные люди. Вон люди, как у нас, вот у них тоже такое горе, у них тоже такая радость, понимаете? И постепенно люди начинают понимать, что они одинаковые. Между ними начинается больше общения. Они, если ты не знаешь народ, да, ты думаешь, что они какие-то нехорошие, вот какие-то не такие, как мы. Но когда ты видишь, что это такие же люди, вот буквально такие же люди, как мы с вами, когда ты смотришь их фильмы, тебе нравится, ты смотришь их передачи, тебе интересно, ты понимаешь, такие же люди, как мы, и комедии у них, и трагедии у них одинаковые. У тебя стирается эта грань, понимаете, отчуждение. Если тебе завтра говорят, что вот это нехороший народ, ты говоришь, да ладно, люди как люди, что там, не надо вот мне это все втирать. Вы заметили, например, вот опять же наш пример приведу. Скажем, армяне и азербайджанцы своих стран, когда пишут в форумах, у них жуткая ненависть друг к другу. Они там самые последние слова говорят друг другу, которые существуют на земле. Но армяне и азербайджаны, которые живут в России, у них обычные отношения. Вот у меня соседи азербайджанцы, они мне фрукты сколько раз приносили. Здравствуйте, до свидания. Нормальные отношения. Я их врагами не считаю, они меня тоже. Почему? А потому что мы просто видим друг друга, и мы видим, что мы такие же люди, как и... Что я такой же человек, как они сами, что я там все время убираю, поддерживаю чистоту. Я вижу, что они нормальные люди, с утра до ночи работают, приходят поздно. То есть, люди мы, люди. Но если бы мы жили в разных странах и не виделись, и не знали, может быть, я бы о них думала, что они самые такие страшные люди, и они бы обо мне точно так же, понимаете? Да. Вот информация, когда ты много узнаешь
о другом народе, у тебя стирается грань и ненависть. Почему в некоторых странах запрещен интернет, дорогие друзья? Потому что также легче травить друг на друга. Легче, нет интернета, они не знают, что это вот такие же хорошие люди, как и мы, или плохие люди, как неважно. Поэтому можно рассказывать небылицы, поэтому можно говорить все, что... С одной стороны, первое время интернет служил пропагандой, потому что люди еще не понимали, понимаете? Можно было любой ролик другим голосом там записать и какие-то страшные вещи приписать другим. А сейчас, поскольку люди уже слишком грамотны, сейчас ты этим людям, даже детям 10 класса не обманешь и не сунешь какой-нибудь ролик, они сейчас грамотнее, чем мы. Ты не скажешь, вот это вот так произошло, он сразу тебе скажет, это или фотошоп, или это монтаж, или это голос не тот, понимаешь? Они сразу разбираются в этом всем. То есть сейчас уже и не обманешь этим интернетом, ты не используешь во зло. Вот в чем приятное. Потом религии начали терять контроль над людьми. Они просто теряют контроль над людьми. Люди перестали обращать внимание на эти все угрозы ада, адского пламени, что все вы сгорите, и все так. Они перестали обращать внимание. Начали жениться побольше мусульман, христианок. Раньше такого не было, сейчас мусульманки выходят за христианина, и свадьбы играют, и поздравляют, и нормально родственники к этому относятся. Если раньше забивали камнями за такое, да, или отсекали голову, сейчас это считается нормальной вещью. Ну и что, люди там полюбили друг друга и женятся, и что здесь такого? Понимаете? Это хорошо. Это значит, что люди просто постепенно возвращают себе нормальные человеческие качества. Никогда невозможно одним махом срезать и сказать, все, христиане плохие, ислам нехороший, все, люди, возвращайтесь в язычество. Это одним днем не делается, дорогие друзья. Но в течение 100 лет постепенно ослабевает контроль религии над людьми, ослабевает контроль этих пропаганд над людьми. И люди начинают понимать, что мир един. У нас одна планета. Мы ее уничтожим, взорвем к чертовой матери, да, будем кидать друг на друга бомбы. А куда мы пойдем жить? Люди начинают понимать, что у них такая же кровь, как у меня, у них такая же радость, у них такая же свадьба, у них такие же приколы. Я сегодня отправляла приколы своим друзьям на «Давай поженимся». Там, по-моему, азербайджанцы там, да, парни эти озвучили. Ну, вообще, смехота. Ну что, я могу сказать, что это не люди, или так нормальные люди. Такой же юмор. И я тоже посмеялась. Да, это вообще трындец был. Так вот, дорогие друзья, вот эта грань ненависти стирается. И вопреки всем ожиданиям, что конец света, я говорю, не конец света, а конец старых устоев. Начинается новая эра. Водолей же. Людям наконец-то открывают глаза силы мировые, мироздания, вселенной, как вы хотите, с помощью интернета, с помощью новых технологий, показывая, ребята, посмотрите, что с вами делают. Не будьте баранами. Любите, живите вместе. Женитесь, не позволяйте, как там в фильме было, в фильме «Евдокия», помните? Если ты любишь женщин, ты на ней женишься, никакие поповские сказки тебя не остановят. Что вот можно или не можно. Что вот если вы любите друг друга, обязательно надо кто-нибудь, чтобы религию поменял, иначе нельзя быть вместе. Почему нельзя? Что ребенок зависит от того, поменяешь ты религию или нет, он же рождается. Учитесь у природы. Природа же у вас не спрашивает, у вас там есть печать ЗАГСа, чтобы вы ребенка могли родить или нету. От этого же не зависит, понимаете? У вас есть влечение, у вас есть постель, и ребенок родится. Вот представляете, для природы оказывается совсем не преграда. У вас есть печать ЗАГСа или нет? Она вам дает ребенка. Вот невзирая на то, что этой печати нету, это ее не останавливает почему-то. А почему мы себе барьеры создали? Вот интересно, да? Если ты мусульманин, она христианка, пусть она меняет свою веру, только тогда примем. Почему? Если у вас будет контакт, извините меня, близость, родится ребенок, и почему-то боги и природа не спросят, блин, как же так, вы религию не поменяли, как же вы забеременели, нельзя. Вот она даст вам ребенка, и вообще будет все равно ей там, поменяли вы чего или не поменяли. Это говорит о том, что для Вселенной вообще никакого значения не имеет. Это все пустое, понимаете, дорогие? Это придумано нами самими,
чтобы еще больше усложнять себе жизнь, чтобы держать под контролем толпы и чтобы из людей сделать баранов. Потому что баранами же легче управлять. Так вот, что я хочу вам сказать. Если ваша жизнь меняется, если древние силы вам помогают, значит, знайте, 100% вероятностью, что вы человек добрый. У вас доброе сердце. Значит, вы многим помогали. Значит, вы сочувствовали. Значит, вы возмущаетесь непотребностям в этой жизни. Значит, вас возмущает человеческая алчность, подлость. Значит, вы добрый человек. А если со временем, познав древних богов, узнав об этом, видя это все, вы уходите, начинаете искать подвох в этом всем, начинаете это хаять и кидать дерьмом, это значит, вы злая душа и злая сущность. Это значит, что силы, вы просто не выдержали этой доброй энергии, не выдержали. Потому что злая сущность от доброй энергии уходит, дорогие друзья. Это может банально звучить, знаете, по-детски. Добрые, злые, хорошие, плохие. Но это правда. Но если это добрые, значит добрые. У нас не модно слово «доброе» почему-то стало давным-давно. И мы считаем это наивный какой-то пережиток прошлого. Нет, надо вернуть это понятие добрый, добра и зла. Если человек, да, не понял это, не оценил это, если человек все равно в итоге вернулся в свое дерьмо, его энергия не выдержала просто этой доброты. Знаете армянскую поговорку «свинью положили», как там, сейчас скажу, ой, все уже, вечно забываю это слово, представляете? Все. Вот то, что вешают на стену. И как называется? Ужас какой. Я все время это слово забываю. Какой кошмар. Ой, все. Скажите мне это слово. Ужас. Ковер, да, ёпрс это. Нельзя. Иди вперед. Свинью положили на ковер. А она все равно скатилась и упала в грязь. Понимаете? Вот свинью положить на ковер, и она все равно пойдет в свою грязь. Она не понимает, что такое ковер, красота, царственность. Ей грязь милее. Именно поэтому люди, которые были свиньи, пришли, легли на этот ковер знания и поняли, что грязь им милее. Грязь, сплетни, гадости, дешевые отношения. Сегодня пошла вон, завтра мы лучшие друзья. Это их сущность, понимаете? И еще у них злая сущность. У них не добрая душа. А если у человека не доброе сердце, он не достоин счастья. Вот ему и не дают это счастье. Все равно его гонят. Понимаете? Все равно его оттуда гонят, и все равно оказывается там, откуда вышел. И напоследок скажу вам кое-что и завершим на этом. Насчет того, почему кому-то помогают мои работы, кому-то нет, да? Мало кому не помогают, мало кому. Таких людей меньше, чем те, кому помогают. Ну и такие есть. Однажды мне написала женщина: «Слышь ты, черная тварь, я твои ритуалы делаю, они мне ни хера не помогают, все это херня, фуфло, поняла ты, черная». Мне она пишет. Потом добавляет, видит, что я не отвечаю, значит, мне пишет: «Ты что, не веришь, что твои ритуалы не работают, блин? Я все их столько сделала». Я говорю: «Я верю, что мои ритуалы не работают. Знаешь почему? Потому что мои ритуалы для людей, а не для животных. Поэтому я тебе верю, что они не работают». Вот так ответила, и больше не продолжила с этой тварью беседу. А теперь я вам еще раз говорю: человек, который берет мои работы и считает меня черной тварью, надеется, что это у нее сработает. Вот вам наглядный, не очень хороший, но наглядный пример, дорогие друзья. Называть автора этих ритуалов, через которых силы передали тебе эту работу, помощь, чтобы ты поменяла свою судьбу в лучшую сторону, называть ее тварью. Разве можно надеяться, что силы тебе после этого помогать будут?
Если ты так относишься неуважительно к людям, вообще к миру, к силам, у которых что-то берешь, у тебя никогда ничего не сработает, и ничего хорошего не будет. Так что спросите себя, если у вас вообще не работает, ничего не помогает, а вдруг у меня слишком черная душа? Вдруг у меня черная душа? Может, мне надо пересмотреть себя, чтобы они начали мне помогать? Понимаете? Вот в чем дело. А если у вас поменялась жизнь, а таких людей большинство, я вообще с радостью читаю много чего хорошего. Я говорю всегда, если получилось помочь вам, если получилось помочь вашим детям, особенно в страшные минуты болезни и так далее, знайте, что вы хороший человек. Это вам награда за ваше доброе сердце. Вот о чем я вам хочу сказать. А если у вас ничего в жизни не получается, задайте себе вопрос, а вдруг я дерьмо? А вдруг я мразь такая? И поэтому у меня ничего не выходит. Задайте себе этот вопрос. Он будет не лишним, поверьте мне. Не лишним. Итак, всем еще раз добрый вечер и до связи. Мы пойдем с Пусиком, потому что мы и так долго. Да, пусть винят кого хотят, от этого их жизнь лучше не станет. Можно винить всех подряд, без конца и края, но это им ничего не даст и ничем не поможет, не изменит их жизнь, понимаете? Это же они не для нас делают, не ради нас, не для того, чтобы нам одолжение какое-то сделать. Это твоя судьба, твоя жизнь, ты будешь ею жить. Поэтому ты о себе думай, почему у тебя получается или не получается. Может, что-то нужно менять в твоей жизни. Может быть, дело в тебе. Может быть, ты недостаточно достойно ведешь себя с человеком, у которого берешь эту помощь, да? Вот в чем дело-то. Все, дорогие друзья, мы умотали. Пусек, ты погулял? Домой? Лапки не замерзли еще? Замерзли лапки или нет? Все, мы пошли. Всем удачи.